В этой спальне мы уже сделали очень многое. Отреставрировали шкаф, сделали новое трюмо, сделали красивые тумбочки и вообще сделали здесь ремонт. И поклеили обои, повесили шторы и так далее. Так что, как вы думаете, чего не хватает в этой комнате? Конечно же, это кроватей. Поэтому сегодня мы этим и займемся. Вначале принесем в дальней спальне остатки тех кроватей, которые здесь были. Так сказать, скелет, который остался. Да. Пойдем принесем. Погнали. Так, вот они, эти скелетики. Так, не до конца, да? Да, они не до конца. Мы же как раз будем подходить и ремонтировать их. Вот они. Сейчас мы еще вставим кадры, как они вообще выглядели раньше. Дело в том, что матрасы для этих кроватей у нас уже есть. Но чтобы они не проваливались, вначале мы сделаем несколько перегородок, наверное, по 3 штуки. Здесь раз, так 2 и так 3. И застелим всю поверхность кровати листами ОСБ. Перегородки необходимо сделать по 73 сантиметра. Для них мы взяли вот такой брус 30 на 40 сантиметров, поэтому по нужному размеру сейчас отрежем и будем крепить с помощью саморезов. Теперь идем примерять их на место, на нашей кровати. Покажу вам свои всходы семян помидор. Здесь у меня разные сорта. Некоторые я уже рассадила по стаканчикам. И сегодня вот эти рассажу. Так хорошо их замочила, чтобы легко вытаскивать можно было. Еще здесь есть семена. Вот проклюнулись семена перца. Это перец колобок. Сеяла его 19 марта и думала, что уже не проклюнутся эти семена. Я очень люблю этот сорт, поэтому очень рада, что они мне все-таки проклюнулись. Конечно же, выращивать рассаду в стаканчиках – это такой заморочливый метод, но очень надеюсь, что в следующем году мы смастерим парник, где высеем все семена, и будет намного проще ухаживать за всходами и рассадой. Так, где тут наши листы ОСБ? Вот они. Опа. Так, вот они листы. Нужно 2 штуки, получается, на кровать. И спинку еще, но тоже чуть попозже. Альфуша, а ну отходи. Оп, молодец. Руководи. Пройдет? Опа. Длина кровати у нас 186,5 сантиметров. Чтобы отрез был ровнее, пройдемся несколько раз канцелярским ножом.
Да, плохо, что мастерская не такая большая. Рукой не достану. Поэтому сейчас проползу под листом и с той стороны зайду. Опа. Такие маневры делаем, чтобы отрезать один лист. Ну что, другого способа нет. Хотя уже и на улице потеплело. Можно было бы и там расстелить. Ну, пока так. Так, и теперь идем примерять на кровать. Не этот, не маленький. Большой лист. Сейчас Рома принесет лист ОСБ, и мы уже накроем большую часть кровати. Так, заезжаем. Несешь? Несу. Так, что ты будешь помогать мне ложить? Давай. Так, давай, вдвоем его Ой. положим. Так, на самый краек ложи. О, нормально. Почти на полторы кровати. Отлично. Остался маленький кусочек. И можно Еще уже чуть-чуть, привинтировать. и основание готово. Класс. Аккумулятор сел. Надо поменять. Ну что, каркас для кровати у нас уже готов. Но это еще не все. Да, это еще не все, потому что здесь у нас стена очень холодная, и зимой мерзнут у нас даже уши. Поэтому здесь сзади кровати мы хотим сделать такую спинку-полочку. Она будет высоченько и такая мощная, наверное, глубиной где-то сантиметров 15. Поэтому сейчас как раз пойду в мастерскую и приступлю к ее изготовлению. Каркас для спинки полочки мы сделаем из вот такой доски 150 на 25 миллиметров. Для верха и боковых частей нам нужно сделать таких 3 отрезка. Ширина кровати 1,65 м и высоту полочки мы будем делать 1,20 м. Поэтому сейчас этим мы и займемся. И отрежем нужные кусочки. Как хорошо, что пила у нас подходящая есть и не нужно сильно утруждаться. А теперь будет очень интересный момент. Нам нужно края на всех досках отрезать под углом 45 градусов. Поэтому как раз сейчас выставлю этот угол на 45 и зажимаем. Ну вот, смотрите, отличный ровненький угол получается. Ну а теперь эти доски нужно хорошенько зашлифовать. Для этого нам понадобится рубанок. Наш тот зелененький старенький рубанок уже совсем пришел в негодность. Да и брали мы его, кажется, за 1700 или за 1800 рублей. Поэтому мы приобрели себе вот такой рубанок помощнее, потому что с деревом мы работаем много, и он будет работать себе хорошо, не перегреваться и справляться с любыми задачами. Ну сейчас мы это как раз и проверим. Здесь на шкале написано, что можно снимать от 0 до 3,5 мм. Но нам, конечно же, столько не надо. Думаю, выставлю на 1 мм, и этого хватит, чтобы доска была гладенькая. Супер! Ну что сказать, работать на нем одно удовольствие. Отлично. И доска ровненькая получается. Гладенькая, без заусениц. И занозы не позагоняешь.
Мы когда подбирали себе рубанок, сразу решили, что будем брать такой, в котором в комплекте еще станина идет. Ну, то есть, чтобы не мы рубанок толкали, а рубанок был закреплен на месте, только доску можно было продвигать и так стругать. Поэтому сейчас закреплю станину к столу и попробую такой вариант. Честно говоря, мне самому интересно, как будет легче работать, со станиной или без нее. Хорошенько закреплю рубанок на станине, чтобы он никуда не убежал. И попробую сейчас таким способом снять эти боковые части. Тоже сделаем их ровненькими. Так, включаю. Такс. Ну что, тоже все снимается отлично, очень гладенькое, все здорово. Единственное, очень важно, если такая длинная деталь, то прижимать сразу две стороны и выставлять очень ровненько и потихоньку вести. И тогда, если не спешить, то все получится и будет супер. Вот, посмотрите, как гладенько. Фух, так, в этом году я смогла поделить наконец-то этот участок на секции. И чтобы их разделить, хочу сделать такие тропинки. И сделаю это я с помощью стружки, которая осталась у Ромы после работы с рубанком. Вот так просыплю. Вот, и будет хорошо видно. Вот какая красивая стружка. И сейчас из нее сделаем тропинки. Я уже здесь как-то делала, просыпала, вернее, стружку. И еще посыпем. Еще я пока работал, увидел тут вот такую штуку. Видите? Это для чего? Это называется выборка четверти. И я уже думаю, где его можно применить. Ну, вначале надо наловчиться, да, как ее можно хорошо выбирать. А потом, думаю, может быть, ставни в доме сделать. Или что-то еще. Сейчас попробую вообще, как эта функция работает. Взял вот такие две дощечки. Они... Так, сколько? По 20 миллиметров. Получается, нужно выставить 10, и чтобы эта четверть совпадала. Вот здесь выставляется на 10 миллиметров. Теперь попробую выбрать эту самую четверть. Так, включаем. Ну, хоть доска и кривая, но в принципе, думаю, у меня четверть получилось выбрать. По крайней мере, для первого раза сойдет. Да, вот смотрите, налаживается и как раз одинаковое расстояние. Так что доски практически одинаковые. Так, ну ладно, хватит играться. Пока на улице стоит хорошая солнечная погода, мы хотели сейчас еще с Викой съездить на рынок, купить несколько красивых роз, досадить в наш палисадник и несколько фруктовых деревьев. Посмотрим, какие будут, но когда привезем, покажем обязательно, что купили.
красота. Мгм. Надо будет пить. Что за саженцы мы сегодня приобрели на рынке? Это 6 кустов роз. Вот, тоже разные. Белая, оранжевая, красная и 2 таких темно-темно-бордовых, практически черных. И 3 дерева. 2 абрикосы сладких и одно дерево, тут целый микс. Абрикос, нектарин, персик. Ну не знаю, что вырастет, тогда увидим, будет вкусно или нет. Но продавцы говорили, что очень хорошее дерево. Кстати, оно самое дорогое. Эти по 500 рублей, а вот этот микс 800. Вначале посадим розы. Сейчас пойду в палисадник и подготовлю для них лунки. Здесь у нас уже есть 7 кустов роз. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Они тоже разные, правда, я не помню, где какая. Здесь тоже и белая, и красная, и оранжевая тоже должна быть. Видите, какие маленькие пеньки пооставались. Это еще альфуша маленькая была, позгрызла. Ну, теперь уже повзрослела, поумнела. Надеемся, что в этом году будут они хорошо расти, наши розы. Тогда еще одну луночку добавлю здесь. Вот. Посадим тут темно-красную, вот эту черную. А остальные тоже вдоль забора. Раз, два, три, 4 и в углу 5. Поеду сразу мешочек перегноя возьму. И будем садить. Так, вот здесь у нас мешочки с перегноем. Такой небольшой взять. Оба. О, он уже и открытый. Альфа, ты будешь со мной садить? Иди, залазь. Залазь сюда. Прыгай. Прыгай. Не, не очень запашок, да? Сам запрыгай, скажи. Так, подъехали. Тачку поставлю здесь. Сейчас покажу, кстати, розы. Вот они какие красивые. 6 саженцев. И вот эти black, черные, самые такие мощные. Эти немножко поменьше, а эти прям такие хорошие. И, кстати, смотрите, уже даже листики повылазили. Поэтому, я думаю, если мы сейчас посадим, то летом уже, может, даже и цветочков дождемся. Эти 2 черных розы мы с Викой решили посадить по краям. Этот край и вот этот угол. Нет, наверное, сюда. Наверное, сюда. И еще 5 штучек разложим. 4, вернее, да? Раз, два, и тут 4. Сюда. Сюда. И здесь, прям под забором. Говоря, земля здесь в палисаднике у нас не очень. Надеюсь, что если под 2 лопаты перегноя я подкину, то питательных веществ хватит розам. Перегной хорошо перепрел. Прям настоящий грунт. Хорошенько перемешать с землей, чтобы корни не попалить, если жара сильная будет. Лопатку на присыпание. Оп. Самое главное, чтобы вот этот пенечек, он оставался над грунтом. Его не закапывать. Это самое главное, мне сказали, условие. Иначе ему нечем будет дышать. Так. Сейчас надо еще принести несколько поливальников воды и хорошо розы полить. Хорошенько прольем. Хотя вроде бы на завтра обещали дождь. Но, как всегда, это не точно. Так что сегодня нужно еще
и деревья успеть посадить, хорошо позаливать. А если завтра будет дождь, то это еще лучше. На этом участке, где Роман посадил розы, я еще хочу вдоль заборчика посадить вот эти вот бархатцы. Это покупные семена бархатцы. В прошлом году я их высеяла, как и все свои бархатцы, в открытый грунт, но они не взошли. Поэтому я немножко оставляла семян, и в этом году я уже их высеяла вот в отдельную коробочку. И, как видите, они меня порадовали вот такими красивыми всходами. Кстати, в прошлом году я здесь уже высеивала бархатцы. Они очень густо росли. Такие были яркие цветочки, сочная зеленая зелень. И из окна так смотришь, так красиво. Очень сильно украшали вот этот палисадник и весь двор. Рассыпались мои росточки. Ну, ничего страшного, они не повредились, не поломались. Так что будем их высаживать. Деревья. Ну, здесь нужно ямки побольше рыть. Сейчас покажу вам, какой у нас уже сад формируется. Жужа с Альфой тоже на прогулку и на помощь мне. Да, собакины наши. Красавчики. Еще с утра, перед тем, как на рынок поехать, я уже подготовил 3 таких ямки. Вернее, отметил, где ямы будут. А видите, вот он, да, сад вырисовывается. Тут 3 дерева, здесь 3 дерева. И вот тут 1, 2 и 3. Это будет 9. Ну, кажется, здесь еще уместится, может быть, штук 5-6. Тогда денежек немножко подсобираем и купим. Будет такой ряд красивый. Соседи тоже времени не теряют. Молодцы, садят свой огород. Их огород начинается вот где бочки. Вот это межа получается. Ежевика, бочки. И вот это уже их огород. А это наше поле. Там сад. Тоже. Ну, огород больше у нас во дворе. Да, такой огород. И на поле еще скоро будем картошку садить и кукурузу. Не знаю, говорил вам или нет, 35 соток здесь у нас. Но это вместе с постройками, с этим, с незасаженным, с неухоженным. В поле огорода земли соток 7. И во дворе, наверное, 2. Вот 9 соток под посадку, а остальное такое все. Еще купили на рынке вот такие вот петунии. Я их вовремя не высадила. Буду высаживать их сейчас. Такие красивые. Петунии малыши очень понравились. Или малютки. Как-то так их называли. Вот сейчас ими займусь. Так, вот этот цветочек ставлю возле ванны. Там и водичка близко будет к нему. Так, этот можно уже убрать, цветочек. Тут скоро будут новые. Сейчас этот горшочек отнесу на его новое место. И оторвались у меня некоторые веточки. Но ничего страшного, я их поставила вот в водичку. И буду ждать, чтобы они дали корешочки. И рассажу еще по горшочкам потом в будущем. Так, вот здесь, возле ванны поставлю. Здесь и водичка ближе, поливать буду их почаще. И вообще люблю, когда у водоема побольше вот цветов. У меня прям мечта, чтобы тут цветы, цветы, цветы были. Какая у нас здесь ситуация? Для таких кашпо, конечно же, специальных горшочков нет. Поэтому, как я вышла из ситуации, я использовала целлофан, туда насыпала грунт, высадила цветочек и вставила сюда в это кашпо. Так получилось, что цветочек с грунтом
провалился поглубже, но это ничего страшного. Он все-таки будет разрастаться с цветочками, зеленью. Просто сейчас надо немножко подождать. Викулечка тоже, видите, вон сзади пепел собирает, тоже садит капусту, кажется, сегодня хочет что-то такое посадить. Оп. Наконец-то сегодня я закончила посевные работы. Остались у меня свободные участки. И сегодня я посеяла семена капусты и немного еще досеяла горох. Все, будем ждать урожай. Вдоль соседского огорода посажу 2 абрикосы. Одна и вторая. А вот здесь, ближе к нам, вот это удивительное растение. На рынке сказали, что каждый отросточек нужно подрезать примерно наполовину, чтобы сила в эти стебли не уходила, а больше в корень в этом году. Немножко, конечно, жалко, но послушаемся профессионалов и будем ждать тогда хороший урожай. И потом не жаловаться, почему не растет, почему плодов не дает. Вот так. И подвяжу теперь еще. Забью столбик и подвяжу. Растите деревья хорошие, крепкие. Подошло время собирать как раз каркас нашей спинки сзади кровати. Сейчас хорошенько выставлю и скреплю. Нанесу столярный клей по всей поверхности, а потом скреплю саморезами. А теперь по периметру везде мы прикрепим такие рейки небольшие, и на них уже будем крепить лист ОСБ. Но это будет немножко попозже. О,
Отлично держится. Идеально все равно никогда не получается, и остались мелкие неровности. Также вот дырки от саморезов, а здесь целая впадина. Вырезал вот с дерева такую деревяшечку, и сейчас тоже нанесу вначале шпаклевку, а потом же прибью гвоздиком, чтобы оно хорошо держалось. Все дырочки заделали, теперь шпаклевка подсохнет, мы ее еще немножко зашлифуем и можно будет красить. Наступил вечер, я закончила все свои огородные дела, а в дом так не хочется уходить, потому что такой приятный вечер, тихий, спокойный, ветра нет, птички поют, красота. В общем, решила помочь Роме и покрою вот эту штуку акриловым лаком цвета палисандр. Вика там на улице красит, а я вырезаю пенопласт. Этим пенопластом мы будем утеплять эту спинку, чтобы зимой не мерзнуть. Ох, какой звук. И Альфуша пришла мне помогать, да, Альфа? Ты будешь резать пенопласт? Или ты только кушать любишь? Ты гуляться хочет. Ну ничего, завтра с утра встанем и пойдем гулять с тобой. Вот это помощница, да? Так, Альфа, не целуйся. Заносим нашу спинку. Ну, приколочки держи. Так, ой. Так, ну примерно вот так она будет стоять. Прикли. О, красота. Да? И к ней будет кровать. Ну а сейчас что мы сделаем? Мы обернем вот этот лист ОСБ. Такой красивой тканью. Сейчас тоже вам покажем. Так, вот, смотрите. Очень подходящая ткань. Нам она очень понравилась. Да. И расцветка понравилась, и вот эта такая королевская стяжка, или как еще ее назвать. Здорово, да? Это эко-кожа. Она очень мягкая за счет того, что здесь есть прослойка поролона и такая вот тоненькая ткань, как подложка. Поэтому мы ничего подкладывать не будем, а сразу обернем этот лист и с помощью степлера прикрепим. Залезла! У нас остался большой кусок этой ткани, и мы его сейчас разрезаем на 3 одинаковых полосы. Для чего? Для того, чтобы закрыть вот эти вот некрасивые
доски. Мы так думали, как бы это сделать. Но поскольку есть эта материя, остался материал, мы как раз и закроем. Так, ну что, задвигаем. Оп! А ну, глянь, хорошо подходит, да? Супер. Мгм. Отлично. О, Последний штрих подушки. О, красота. Из декора у нас здесь пока вот такая свеча и вот эта вот красивая гирлянда. Красота. Нашему котенку уже больше 10 дней. Назвали мы его Персиком. По многочисленным вашим комментариям мы все-таки определились и выбрали, что это у нас будет Персик. Сегодня мы уже открыли глазки. Еще не совсем хорошо. Да, ну скажи, я уже взрослый, скоро открою глазки. И буду тут бегать вам. Так, мама волнуется, дам ей котика. Персик, иди к маме. Ну вот и завершена очередная переделка, которой мы очень довольны. Мы очень надеемся, что она понравилась и вам. Напишите об этом в своих комментариях. да, на этом мы будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Спасибо, что все вы с нами. До новых встреч! Пока-пока!